Предупреждение. На этом канале возможны высказывания, способные оскорбить чувства верующих и всех, кто любит оскорбляться. Претензии не принимаются. Деньги не возвращаются. Беременным женщинам и нервным мужчинам рекомендуем перейти на другой канал. Просмотр считается согласием с условиями. Добро пожаловать на канал Юлия Фиеста. Дорогие друзья, я снова в Финляндии и есть о чем поговорить. Но сначала хочу узнать ваше мнение. Некоторые зрители сказали, что фоновые ИИ-ролики в моих видео не нужны. Если так, то бабу с возу кобыле легче, потому что создание видеоряда требует достаточно много усилий. И если они вам не нужны, то я и не буду заморачиваться. Пишите ваше мнение. А теперь перейдем к нашим баранам. Поговорим о Финляндии. Сначала разберемся, почему, несмотря на очереди за хлебом и экономический застой, Финляндия снова признана самой счастливой страной мира. Потом поговорим о финских пенсиях для временно защищенных украинских пенсионеров. Разделим мифы и факты. Кое-что новое есть в порядке выплат пособий. И расскажу о понаехавших, которые власти хотят выслать, но не могут. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Начнем с позитивной новости, которая стала уже традиционной темой для обсуждения в мире. Я летела рейсом Finnair из Малаги в Хельсинки, и сразу в самолете стюардесса сообщила. Hyvät matkustajat, laskeudumme Helsinkiin. Suomi on 9. kerran maailman onnellisin maa. Девятый раз подряд Финляндия признана самой счастливой страной в мире. По этому поводу острословы изощрялись в соцсетях. Обыватели удивлялись, и финны пришли к выводу, что в других странах все, наверное, совсем плохо, раз мы самые счастливые. Ну, смех смехом, а все-таки что за рейтинг? Экономика стагнирует 20 лет подряд. Безработица бьет все рекорды. Хлебные очереди растут, а народ счастлив. Как это так? На самом деле речь идет не о счастье, а о субъективной удовлетворенности жизнью. В рейтинге главный вопрос, так называемая лестница Кантрелла, звучит так. Представьте себе лестницу от 0 до 10, где 10 – лучшая возможная жизнь для вас, а 0 – худшая. На какой ступени вы сейчас находитесь? То есть люди сами оценивают свою жизнь. И финны стабильно ставят себя на верхней ступени. Дополнительно в рейтинге учитываются ВВП на душу населения, высокие доходы и относительно низкое неравенство – важные причины высокой удовлетворенности жизнью. Социальная поддержка. Вопрос звучит так. Есть ли у вас родственники или друзья, на которых вы можете рассчитывать в беде? В Финляндии ответ почти всегда утвердительный, в случае чего есть на кого опереться. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни. Финны не просто долго живут, они делают это качественно. Если вы можете дожить до 85 лет, сохранив возможность ходить в сауну и собирать чернику, это ли не успех? Свобода жизненного выбора. Ощущаете ли вы контроль над своей жизнью? Щедрость. Делали вы пожертвования? Здесь я не знаю, о каких пожертвованиях идет речь. Возможно, финны к пожертвованию относят подоходные налоги. Далее, уровень коррупции. Доверяете ли вы государству и бизнесу? Финны набрали 7,76 балла. Как пишет газета Helsingin Sanomat, секрет не в эйфории, а в инфраструктуре доверия. Люди чувствуют безопасность и стабильность, очень высокий уровень доверия к государству и друг к другу, сильная социальная система, медицина, образование, пособия, низкий уровень коррупции и нет сильного расслоения общества. Даже если экономика растет медленно или вообще не растет, у людей есть ощущение «со мной все будет в порядке». Для сравнения, США в этом году и вовсе выпали из топ-20, оказавшись на 23-м месте, а Испания вовсе заняла 41-е место. Президент Финляндии Александр Стуб так прокомментировал хорошие результаты Финляндии в этих рейтингах. Я не думаю, что существует какое-то волшебное зелье, но помогает то, что наше общество стремится к свободе, равенству и справедливости. Основой всего являются открытое социальное государство,
сильная система образования, чувство безопасности и тесная связь с природой. В общем, Финляндия не страна возможностей, а страна безопасности. И именно это дает первое место в рейтинге счастья. Что можно добавить от себя лично? Конечно, первой на ум приходит питьевая вода. Прекрасная питьевая вода прямо из-под крана. Вкусная и полезная. Хороший баланс между работой и семьей. Замечательные детские сады. Бесплатное образование, в том числе высшее. Бесплатное питание в школах. Какое-никакое, но есть бесплатное медицинское обслуживание. Даже стоматологическая помощь оказывается практически бесплатно. Но я уже видела предложение вернуть стоматологическую помощь для взрослых обратно в частный сектор. В общем-то, я готова с этим согласиться. Пусть у детей и студентов будет бесплатная стоматология, а взрослые должны заработать себе на зубы. Либо клади зубы на полку. И, конечно, финны. В большинстве своем они спокойные и честные. Продолжайте список счастья в комментариях. А мы переходим к следующей позитивной новости. Она касается временно защищенных украинских пенсионеров в Финляндии. Мурзик, ставь лайк. Вот так, молодец. В соцсетях блогеры рассказывают, что Европа подкручивает гайки временно защищенным украинцам, подрезает поддержку и пособия. Зато якобы Финляндия радушно принимает всех и даже от щедрот своих готова навсегда оставить у себя украинских пенсионеров. Уже говорят о финском пути спасения. Финский сценарий, вот эти новости вселяют все-таки надежду. Замечательная солнечная Финляндия. Другие страны думают, как сократить расходы, а финское ведомство Кела открыло украинцам доступ к государственным пенсиям. Это решение идет вразрез какой-то с общеевропейской тенденцией выдавливания. Финляндия фактически признает потребность в долгосрочной защите пожилых людей и огромный респект им за это. Как получить оговорка по Фрейду. Польская пенсия никому не светит, да, кроме поляков. Как получить финскую пенсию? Сделайте репост этого видео в своих соцсетях, чтобы люди тоже знали. Нужно выполнить два четких условия. Достичь возраста 65 лет, дожить, мне осталось 25-26, и проживать в стране непрерывно не менее 3 лет. Это, конечно же, важный нюанс, потому что срок в 3 года отсчитывается не с момента пересечения границы, а с даты получения статуса постоянного резидента. Ну, да, конечно же, не все так просто, и в Финляндии... Хотя, с другой стороны, несколько десятков тысяч украинцев в Финляндии, так что довольно-таки неплохой шанс. Что делать прямо сейчас? Друзья, 27-й год, и повторюсь, на мой взгляд, это недалекое будущее, это буквально послезавтра. Если вы пенсионер, да, Финляндия выглядит, конечно, как тихая гавань, хотя сосед за поребриком там есть, да, один, но туда нужно ехать сейчас, чтобы успеть наработать ценз проживания до закрытия общих программ ЕС. Можете написать в комментариях, какая стратегия вам кажется более честной. Жесткий отбор в Чехии, где говорят сразу: дружочек, работай, плати налоги или уезжай. Или же финский подход, где дают шанс закрепиться навсегда, но это все, конечно же, требует времени. Разберемся, что здесь правда, а что нет. Начнем с официального факта. На странице финского соцстраха Кела написано: украинцы, имеющие временную защиту в Финляндии, которым исполнилось 65 лет, и они прожили в Финляндии на постоянной основе 3 года, могут оформить финскую пенсию в Кела. Как правило, проживание начинает считаться постоянным через год после переезда в Финляндию. В 3-летний период проживания может быть включено время вашего проживания и в другой стране ЕС или ЕС, Швейцарии или Великобритании, если в Финляндии вы при этом успели прожить не менее года. В связи с этим в интернете появилась лавина призывов к украинским пенсионерам поспешить в Финляндию, чтобы встретить достойную старость. Блогеры рассказывают сказки, заявляя, что Финляндия решила оставить себе украинских пенсионеров навсегда. Увы, я должна вас разочаровать. Предлагаемая пенсия – это лишь другое название пособия по бедности. Социальные пенсии, как и прочие пособия, платят жителям Финляндии, имеющим статус легального проживания в стране. На данный момент для украинцев это статус временной защиты. Когда закончится статус временной защиты, то чтобы остаться в стране, необходимо получить новое разрешение на проживание. Основаниями для получения вида на жительство могут быть работа, учеба, семья, бизнес, либо беженство.
На сайте Мигри по поводу беженства украинцев предупреждают, что международную защиту украинцам даже рассматривать не будут, пока действует статус временной защиты. И вообще международную защиту украинцам дают крайне редко, так что не следует возлагать больших надежд на приобретение статуса беженца. Кроме того, с 1 апреля этого года вступили в силу новые правила выплат пособий. Если у человека нет действующего вида на жительство, он автоматически теряет право на социальные выплаты от Кела. Получил отказ в виде на жительство после 1 апреля этого года, тут же автоматически прекращаются выплаты пособий. Более того, пособия не выплачиваются, даже если подана апелляция. Заканчивается сказка про белого бычка, когда подают апелляцию за апелляцией и живут в Финляндии годами, не имея вида на жительство. В Кела поясняют, речь идет о так называемых выплатах по проживанию. Это базовые вещи. Пособие на жилье, компенсации за лекарства, социальные пенсии, детские выплаты. Все это теперь доступно только тем, кто находится в Финляндии на полностью законных основаниях. Теоретически, конечно, можно предположить, что кто-то сможет получить вид на жительство в Финляндии по гуманитарным причинам, но каждый случай будет рассматриваться индивидуально. И как там миграционные власти решат, неизвестно. Приведу вам один пример решения Мигри. Стив Макдоналдс, 68-летний канадец, много лет жил в Финляндии. Здесь живет его 41-летний сын Кристофер и внуки. Стив хотел бы жить рядом с сыном, но финские власти отказали ему в виде на жительство. По закону членами семьи считаются супруги, зарегистрированные партнеры и дети до 18 лет. А родители относятся к категории прочих родственников. Для них вид на жительство можно получить только в исключительных случаях, если отказ помешал бы продолжать обычную семейную жизнь в Финляндии, или если прочий родственник полностью финансово зависит от семьи. Стив получает хорошую пенсию из Норвегии и Канады, то есть он не зависит от сына. Поэтому Мигри посчитала, что законных оснований для проживания в Финляндии у него нет, не приняв во внимание эмоциональную связь с сыном и внуками. Семья пыталась оспорить отказ в суде, но апелляция была отклонена. Действия Финляндии выглядят здесь не очень гуманными, но иногда она показывает чудеса гуманизма в отношении понаехавших. Об этом в следующем сюжете. В Финляндии произошло небывалое событие. Двум иракским братьям-близнецам, приехавшим в Финляндию в 2015 году, отменили статус беженцев. Что случилось? Началась история, как водится, с прошения о международной защите в Финляндии. В преснопамятном 2015 году, когда братьям было по 23 года, они приехали в Финляндию, получили статус беженцев, потом постоянный вид на жительство. Затем братья пытались получить гражданство в Финляндии, но безуспешно. А параллельно у них множественные конфликты с полицией, угрозы официальным лицам, громкие заявления о месте неверном и рассказы о 1700 убитых и обещание счета, который вы скоро получите. على صوتك على صوتك you know Islamic State you into police you know Islamic State يرافض نزيد كان على الأرض نزيد speak English Allah I don't understand نزيد shut up the brother Islamic State speak with you Islamic State inside okay so what is the problem no brother yes no brother يرافض يكافر يلا عافية يلا عليك fuck you. Братьев осудили за незаконные угрозы и клевету. Один из братьев подозревался в мошенничестве и был осужден за грубое нарушение правил дорожной безопасности. Но до последнего момента все эти гуляния по буфету, похоже, никак не мешали братьям оставаться частью финского пейзажа. Теперь, прям внезапно, как говорится, не прошло и 10 лет, выяснилось, что братья представляют угрозу национальной безопасности. Им аннулировали статус беженцев, и, по идее, их нужно отправить в Ирак. Но не тут-то было. Они продолжают разгулять в Финляндии. Их невозможно выслать в Ирак.
потому что на родине их считают террористами, и им грозит смертная казнь. В итоге получаем классическую формулу европейского гуманизма. Опасны? Да. Выслать? Нет. Особую пикантность делу братьев придают 420 тысяч евро компенсаций, которые Финляндия им выплатила за время, проведенное в заключении по обвинению в террористических убийствах в Ираке. То есть финны пытались расследовать, кто там кого убил в Ираке, но дистанционно доказать вину получилось плохо. Братьев суд признал невиновными, и государство выплатило им хорошие отступные. Не знаю, сколько они просидели в заключении, но, в принципе, я тоже могу отдохнуть в финской тюрьме на полном довольстве и получить еще за это приз 200 тысяч евро. Причем я подозреваю, что эти деньги не облагаются налогом. То есть посидел в финском санатории, подлечился, отъелся, подкачался и вышел с выходным пособием 200 тысяч евро. Я считаю, это отличная сделка. Сами близнецы, разумеется, считают себя жертвами финского режима. По их версии, их репутацию опорочили и преследуют. Они пытались получить с государства еще 100 тысяч евро за преследование, но суд отказал в претензиях. В результате преступники продолжают горцевать по Финляндии, угрожают и полицейским, и охранникам в тюрьме, и чиновникам. Братьям уже выдан временный вид на жительство на год, но они отказались сдать отпечатки пальцев. Так что вопрос пока открыт. Запасаемся попкорном. В сухом остатке идеальный бюрократический кейс. Все параграфы разложены, все запятые проверены, все точечки расставлены, все правы, все защищены, никто никуда не едет. На выходе бред, но все по правилам. У меня есть видео еще об одном иракском беженце. Убил жену-норвежку, у него запрет на въезд в Норвегию, а он поселился в Финляндии. Кто не видел, смотрите эту удивительную историю по ссылке в описании под видео. То есть эти милые люди продолжают наслаждаться жизнью в цивилизованном государстве и могут вытворять все, что угодно. Но есть надежда на перемены. Северные страны – Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия и Исландия – готовят совместно проект создания центров возврата для просителей убежища за пределами ЕС. Дания еще в 2021 году приняла закон об отправке просителей убежища в Руанду. Пусть там ждут решения. Если решение положительное, то беженец остается в Руанде. Там тепло и безопасно. В Данию они не попадут ни в коем случае. Но проект Дания притормозила из-за правил ЕС. Однако теперь ЕС разрешил отправлять просителей в третьи страны. ЕС, наконец, сменил вектор движения и движется в сторону модели. Если ты мог получить защиту вне ЕС, езжай туда. И, по-моему, это правильно. Хотите работать – добро пожаловать. Хотите бегать – бегайте за пределами ЕС. И в завершение сообщение из налоговой. С 1 июля этого года Финляндия приостанавливает действие соглашения с Россией об избежании двойного налогообложения. Так что, если у вас есть какие-то финансовые дела в России, имейте это в виду. А на этом я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!